Всем привет! С вами Марк, и в этом ролике вы посмотрите, как держится старенький LG V60 по видеосъемке против новеньких Xperia 1 Mark III и Vivo X70 Pro Plus. Загвоздка в том, что в Vivo установлено аж 4 камеры, но только 2 из них могут снимать 4К. В Sony установлено 3 камеры, но вы все знаете, что Sony очень противоречивый аппарат по качеству фото-видеосъемки, хотя на все 3 камеры можно снимать 4К. В LG установлено только 2 камеры, но обе хорошо снимают в 4К видео. Насколько хорошо они пишут звук, мы с вами вместе и выясним. Перед тем, как я вам покажу сравнение, я хотел бы вам еще кое-что продемонстрировать. Ко мне на днях приехали Mi 11 Ultra, и на них я тоже вам сниму обзоры. А теперь поехали сравнивать LG с новыми флагманами. Sony Xperia 1 Mark III, LG V60 и Vivo X70 Pro Plus. 3 ультимативных флагмана. Правда, один из них уже немножко старенький. Мы говорим про LG. Показывают совершенно 3 разных подхода к видеосъемке, к фотосъемке и к смартфоностроению. Сейчас я пойду забирать только что пришедший ко мне Xiaomi Mi 11 Ultra, и мы с ним все эти смартфоны тоже сравним. Обратите внимание на то, какую хрень я замутил, чтобы получать горизонтальное видео. Многие блогеры любят показывать видеосравнение вот таким форматом. Я считаю, что это неправильно, потому что сенсоры в камерах в основном выполнены 4 к 3 в соотношении сторон. 4 к 3. И когда у нас получается, что картинка обрезается сверху и снизу для 16 к 9, чтобы у нас Full HD или Ultra HD 4К видео получилось, то вот этот вот сверху и снизу кусок, который отрезается, в нормальных условиях как раз у нас уходит на стабилизацию. Стабилизацию вертикальных трясок. Но когда человек снимает вот таким образом, что происходит? У нас сверху и снизу просто нет вот этого самого на стабилизацию запаса. Поэтому я считаю, единственно правильным способом сравнивать видео с камер и особенно стабилизацию съемкой в том самом, скажем так, соотношении сторон и в той самой ориентации, в которой вы будете это больше всего делать. Если вы будете снимать вертикально, то, конечно, смотрите, как там остальные блогеры сравнивают вертикально снятые видео между собой по стабилизации и прочему. То есть картинку, конечно, звук и все остальное, оно позволит вам оценить не хуже, чем и горизонтально снятое видео. Но, на мой взгляд, снимать вертикально видео на телефон, в котором 16 к 9 достигается обрезкой сверху и снизу от 4 к 3, и потом говорить, вот она стабилизация, на мой взгляд, глупость. Давайте переключимся с широкоугольного объектива на основной. Все 3 смартфона показывают совершенно разную картинку. Я даже удивлен, насколько она разная. Сейчас я постараюсь сделать медленную, плавную киношную проводку с руки. Еще я сомневался, имеет ли смысл делать вот такое вот сравнение, когда все 3 телефона сцеплены между собой, потому что сейчас они образуют единый, грубо говоря, центр масс, и они гораздо тяжелее, чем каждый из них по отдельности, соответственно, верно? И если вы немножко разбираетесь в том, как снимается видео, и в том, как оно стабилизируется, то наверняка знаете, что приделывание веса либо противовеса позволяет мелкую тряску свести к нулю. И теперь вот эти вот мелкие тряски, которые обычно бы у вас были, если бы вы снимали на один телефон, я не смогу просимулировать. И таким образом, опять же, вопрос, мы сравниваем стабилизацию, и вот как ее сравнить, если у нас мелкая тряска уже просто не попадает на телефон. Поэтому как бы все эти остальные сравнения, они, конечно, важны. Важно посмотреть на картинку, на звук. Но стабилизацию люди сравнивают, и я не понимаю, ну чем они думают. Давайте переключимся на телевики. Тут, конечно, говоря, переключимся на телевики, я слегка соврал, потому что на телевик сейчас снимает только Sony. На лыжи и на Vivo у нас идет кроп с основного модуля. Я, наверное, уже вам говорил об этом в предыдущем обзоре на Vivo.
вы можете убедиться. Когда заслоняешь пальцем телеобъектив, все равно картинка идет с основного модуля. Почему-то немощный такой вот телеобъектив поставили Vivo в свой телефон. Но есть в этом смысл на самом деле. Сейчас я вам продемонстрирую, в чем смысл. Если мы начнем идти, вот что у нас произойдет с Сонькой. Потому что там у нас двойной модуль, который переключается между собой. Эта вся хрень очень чувствительная. И в то время как на Vivo и на лыжи у нас просто кроп с основного модуля, то на Sony эта вся хрень трясется и получается вот такое вот ужасное желе. Но, конечно, на самом деле телеобъективы не предназначены для съемки во время жесткой ходьбы. Кто-то может жаловаться, что это вот не должно быть так, но я как человек, снимающий видео и разбирающийся в этом, вам ответственно заявляю, никто в кинематографе не снимает, в общем-то, на телеобъективы без кучи всякой стабилизации. Переключимся на телевик повыше приближением. Вот у нас 4-кратный цифровой зум на LG. Вот у нас цифровой 4-кратный зум на Vivo, на LG. И оптический 4.4, то есть 105 мм, крайнее положение телеобъектива на Sony. Если мы будем очень плавно вести камеру, то обнаружим, что на Sony картинка гораздо лучше. Потому что используется отдельный объектив. Если правильно подходить к вопросу съемки, у вас картинка получится лучше. Sony знали, что делают. Многие могут хаять то, что они не разбираются, не понимают. Вот у них говно получается, когда они снимают на Sony. Есть причины, почему Sony сделали именно так. Есть причины, по которым Sony именно так свою камеру реализовали. И причина это в том, что они делают свой смартфон для тех, кто снимал на камеры до этого. Они не пытаются подстроиться под тех, кто только на телефоны и снимает, и хотят одной кнопкой получить шедевр. Если, конечно, вот так вот мы сейчас начнем идти, все понятно. То есть Vivo и LG у нас показывают отличную стабилизацию. Ну, конечно, в цифрокропе еще бы у нас не было стабилизации, когда сверху и снизу огромные куски матрицы тупо уходят на стабилизацию. А если вы начнете с умом снимать, конечно же, можно на Sony получить гораздо более приятный, не просто приемлемый, а вот именно лучший результат. Вот у нас еще сцена с очень широким разбросом яркостей. Вот у нас тени глубокие. Вот у нас яркий свет. Это у нас супер широкоугольная камера. Vivo высветлил очень сильно тени, на мой взгляд, пересветил прям, ну, неестественно смотрится. И небо, оно там, ну, неестественно голубое. Лыжа немножко натуральнее показывает картинку, у нее контраст сохраняется натуральный. Очень мне нравится картинка, которую я вижу на экране самой лыжи. И Sony слегка драматизирует, он слегка перечернивает тени. Но это, на мой взгляд, смотрится тоже достаточно естественно, хоть людям это кажется неправильным. Они считают, что светлые должны быть тени, должно быть высветлено, и небо должно быть затемнено. Но контраст в таком случае сильно пропадет, и будет смотреться картинка плоской и некрасивой, с моей точки зрения, как, в общем-то, видеографа. Переключимся на основной модуль. Я еще вам не показал работу автофокуса, поэтому давайте вот сюда. 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 Как вы думаете, это на что-то влияет? На мой взгляд, нет. Мы куда чаще людей снимаем всяких. Вот если на человеке нормально фокусируется, а пространство игнорирует, то это хорошая видеосъемка. А если на дереве фокусируется, вам так часто дерево снимать надо? То есть максимально реалистичные должны быть сценарии. И я, в общем-то, стараюсь для вас такие сценарии продемонстрировать. Давайте на детскую площадку сходим, посмотрим, есть ли там дети. Быстро движущиеся объекты.
Нет, детей мало. Только какие-то вот груднички. Что она делает? И ни одно сравнение не обойдется без избиения младенцев. Это у нас вот картинка с Sony в 1080p, потому что больше он снимать не умеет. Это у нас картинка с LG, который умеет снимать 4К на фронталку. И это у нас картинка с Vivo, которых у нас тоже только 1080p может снимать с фронтальной камеры, которая у нас дофига мегапиксельная. Вот такая вот у нас картинка. Вот так вот у нас снимает LG и вот так снимает Sony. На мой взгляд, лыжа тут уделывает обоих одной левой. В принципе, картинка с Vivo, ну, пойдет. И картинка с Sony, на удивление, гораздо лучше, на мой взгляд. По крайней мере, то, что я вижу на экране телефона, мне нравится больше на Sony, чем то, что происходит на Vivo. Потому что здесь просто какая-то дичайшая тряска. Роллинг шаттер просто невыносимый. Ну и, конечно же, оценивайте звук. Вот у нас LG. Посмотрите. И такое боке просто. Вот посмотрите на боке, которое рисуется за моим лицом. Это тоже какая-то прям классная фишка. Я уйду из кадра. И у нас вот красивые такие пейзажики. А чё он не фокусируется? Блин. Неудача. Ну что вы думаете об этом? Мне кажется, LG достаточно хорошо держится на фоне более новых флагманов, учитывая его цену. Всего лишь 20 тысяч рублей. 865 Snapdragon. Hi-Fi звук. Отличный экран. В общем, думайте сами, выиграл он или проиграл за такую цену. Полноценный обзор на следующей неделе. Увидимся!